Добрый день, друзья! Сегодня готовим пирог «Шахматная доска». В миску вливаем 300 мл теплого молока, всыпаем 80 грамм сахара, 6 грамм сухих дрожжей или 25 грамм свежих, а также 2 столовые ложки муки от общего указанного количества. Перемешиваем венчиком до однородности. Накрываем тонким полотенцем и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей. Затем добавляем щепотку соли, вбиваем 2 яйца, вливаем 50 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла и венчиком все перемешиваем. Теперь частями добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто руками. У меня муки ушло 560 грамм. Она вся разная, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста. Не забивайте его мукой. Оно должно остаться мягким и даже может немного прилипать к рукам. Тесто вымешиваем очень хорошо, но долго его мешать не нужно. Как только вмешалась вся мука, оно готово. Смотрите, какое оно мягкое, и если без перчаток, то может прилипать к пальцам. Миску и тесто смазываем растительным маслом, накрываем полотенцем и ставим в теплое место для подъема в 3-4 раза. Я ставлю в духовку, включенную на 40 градусов. Дверцу закрываю. Тесто поднимается за 30-40 минут. А пока подготовим начинку. Берем 180 грамм творога жирностью 9%, добавляем 2 столовые ложки сахара, щепотку соли, столовую ложку кукурузного крахмала, можно брать и картофельный, а также 2 столовые ложки сметаны любой жирности. Ложкой перемешиваем творожную массу до однородности. А вторая начинка – это густой вишневый джем. Тем временем прошло полчаса. Посмотрите, как тесто шикарно поднялось. Оно очень воздушное, нежное. Немного обминаем его руками и формируем в шар. При работе с тестом не забываем руки смазывать растительным маслом. Далее тесто делим на 2 неравные части. Приблизительно 1/3 часть у вас должна получиться и 2/3. 1/3 часть кладем пока в пакет, чтобы не заветривалось, а со второй начинаем работать. Выпекать пирог мы будем в форме. Внутренний размер моей формы 23 на 33 см. Дно застилаем бумагой для выпечки и распределяем равномерно тесто. Оно очень эластичное, податливое, и с ним работать одно удовольствие. Теперь то тесто, которое оставляли, достаем из пакета и раскатываем в пласт, но не сильно тонко, а толщиной где-то 3-4 мм. Затем ножом разрезаем его на тонкие полоски. Далее берем 2 полоски, округляем их и скручиваем вместе. Делаем 3 такие заготовки, а остальные полоски кладем сверху на тесто, которое у нас в форме, на определенном расстоянии друг от друга. Сначала по вертикали, затем по горизонтали. И у нас уже вырисовываются квадратики. А скрученные жгутики кладем по краю всего пирога. Получается очень красиво. Такой пирог можно выпекать не только в прямоугольной форме, но также в квадратной или круглой. Центр каждого квадрата продавливаем пальцами, чтобы поместилось больше начинки. Начинку выкладываем через квадрат, чередуем творожную с вишневым джемом. Начинку можно делать абсолютно любую. Хорошо подойдут сюда яблоки, груши, вареная сгущенка или любые другие джемы и повидло. Пирог накрываем полотенцем и даем постоять 20 минут в теплом месте. Затем берем один желток, соединяем его с 1 столовой ложкой молока,
Хорошо перемешиваем и при помощи силиконовой кисточки смазываем пирог сверху полученной смесью. А ты уже поставил лайк? Ставим выпекаться пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Посмотрите, какая получилась красота! Очень необычный и оригинальный пирог. Достаем его из духовки и даем полностью остыть. А затем с легкостью перекладываем его на поднос или большую тарелку. Данный рецепт теста очень удачный. Оно всегда получается воздушное, нежное, мягкое. С этим тестом можно делать не только пироги, но и булочки. А еще мне нравится этот пирог тем, что каждый может выбрать себе ту начинку, которую хочет. Я уверена, что и вам понравится этот рецепт, и пирог займет почетное место в вашей кулинарной книге. Пробуйте приготовить, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх, мне будет очень приятно. Желаю вам отличного настроения и удачи на кухне. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».